В общем, я улетаю в Варшаву. Олег остается на этой благостной турецкой земле. На Туреччине. На Туреччине, да. Было приятно познакомиться, пообщаться. Очень интересный человек. Честно говоря, я рад нашей дружбе. Едем в трамвае, я в капюшоне, потому что очень холодно от кондиционера. 15 лир. Было 10 недавно, сейчас 15, сразу в полтора раза. О, как надо зарабатывать денежки. Не то, что мы лохи. Да, зачем делать ночную? Пусть люди... Зачем прям весь хлеб отбирать у этих таксистов, которые здесь? Потом ночью, типа, давай там втридорого поедем. Сколько он предложил? Там 150 лир за километр с терминала 1 до терминала. 600? Не-не, с терминала до терминала. 120 или 150, он сказал. Здесь 1,5 километра проехать. Еще где-то автобус ездит 600, но я так и не нашел, где он ездит, как он ездит. Какой-то тайный автобус, который как-то ездит где-то в Австралии. Нам привезут камеру из России. Мы идем встречать мою камеру и мою звуковую карту. Человек должен приехать и привезти все, что я смог оттуда забрать последнее. Все, что остальное там осталось, слишком большое, чтобы кто-то, какая-нибудь хрупкая девушка, которая едет в Турцию, могла бы это привезти. Ну или парнишка такой. Да, или хрупкий парнишка, да. Который, ну, допустим, он же не может привезти мой станок с ЧПУ. Он и нахрен мне здесь не нужен, потому что я не знаю, сколько я еще здесь буду. Например, в Индии, но там нельзя долго жить, там надо... Здесь вот можно долго жить было, не знаю, как сейчас, вот можно было, да. Вот это еще один большой плюс Турции, что здесь можно жить. Потом здесь кошек много, их тут не обижают, мне тоже нравится. Вот этим. Ценники в евро, 12 евро всего. 7 евро. А? Мыло 7 евро. Мыло 7 евро. Да, ну, потому что с мочалкой, поэтому 7 евро. О, видишь, мочалка. Ты берешь вот так вот. Чик-чик-чик. Вот, они все с мочалкой. Тоже 7 евро. Где вот везде глаза вот эти вот, везде продают этот сувенир такой. Здесь такое пространство, да? Почему-то, интересно, пустое пространство такое. Они бы тут спали бы один на одном сейчас. Да. Этого мне не хватает. Этого спанья один на одном. Там как ни вокзал, как ни аэропорт, вообще одна и та же картина. Да, ложатся, расстилают что-нибудь, да? Едят что-нибудь вкусное. Обязательно. Едят. Да. Опять. Здесь как будто бы я и никуда не улетал, не уезжал, вернее, с этого аэропорта. День сурка называется. Туалеты. О, телефоны. Таксофоны. Что-то вкусное у них здесь дают, наверное. Для своих-то. Вкусненькое. Ну, я видел, они приходили сюда, работники ели в прошлый раз. Когда мы тут сидели, ждали. Тебя. Сидели, ждали. А, ну да. Вот у них расписание, видишь? Рокси всегда скучает, когда меня нет дома несколько часов. Потом я возвращаюсь, беру ее вот так на руки, и она вот так делает лапой, благословляет меня. Как слоник делал хоботом в храме в Пандичери в Индии. Мои подписчики из Владивостока, которые пожелали остаться инкогнито, привезли кое-какие ценные для меня вещи. Еще одна адекватная российская семья, сбежавшая от путинского рая в абсолютную неизвестность и неустроенность. Но, слава богу, есть еще люди, для которых неизвестность и неустроенность лучше, чем возврат в совок. Моя звуковая карта, которую я буду использовать для написания музыки. В последнее время в своих видео я использую практически исключительно свою собственную музыку. Изредка, конечно, добавляю треки из библиотеки Epidemic Sound,
но в основном стараюсь использовать только свои. А здесь, в маленькой джинсовой индийской сумке, которую я покупал в Пута-Парти, наконец-то приехала моя любимая видеокамера Sony. Я всегда брал ее с собой в Индию. В огромном количестве роликов вы видели кадры, снятые именно на эту камеру. Это камера Sony PJ810. Она уже довольно старая. Покупал я ее, наверное, то ли в 16-м, то ли в 17-м году. И в ней нет всяких там 4К. Но она до сих пор актуальна и дорога мне как память, напоминает мне Индию. Прекрасно снимает видео в разрешении Full HD. У нее есть даже видоискатель, вот такая трубочка, куда можно смотреть глазом. Кстати, она стоила почти $1000 тогда, когда я ее покупал. И вот сейчас она у меня снова, и я думаю, она еще послужит. У нее даже фонарик есть, вот такой свет, встроенный в камеру, встроенных 32 гигабайта памяти. А еще у нее есть встроенный проектор, можно его включить, направить на белую стену и смотреть на стене, как в кинотеатре, то видео, которое вы наснимали на эту камеру. Кстати, про то, что там есть встроенный проектор, я узнал, наверное, через пару недель после того, как купил эту камеру. К сожалению, те батарейки, которые мне привезли с этой камерой, это китайские батарейки, а родная батарейка осталась во Владивостоке. Но это я сам виноват. Как оказалось, она лежала где-то отдельно от камеры в каком-то другом месте, а я почему-то был уверен, что она в сумочке вместе с самой камерой. Придется, наверное, аккумулятор где-то заказывать. Кроме видеокамеры, привезли мне еще вот этот мой Zoom H1, это аудиорекордер. Я его использовал, тоже брал с собой в Индию, записывал голос на него. То есть вот этот голос, который вы слышали в моих роликах, закадровый голос, был записан вот на этот диктофон, на этот рекордер. Он может работать как звуковая карта, если его подключить к компьютеру через USB. Собственно, для моих видеороликов сейчас он не особо-то и нужен, потому что я уже купил здесь небольшой, но качественный микрофон. Тем не менее, было жалко его оставлять там. Сомневаюсь, что я туда уже когда-нибудь вернусь в ближайшее время. И без того я оставил там очень много. Вы даже не можете себе представить, что я там оставил. Сколько всего ценного лично для меня я там оставил. Ценного скорее не в денежном выражении, а в каком-то личностном плане. Кстати, вот сейчас свой рабочий стол я снимаю на эту камеру Sony, которую мне привезли. Видите, отсутствует рыбий глаз, как на экшн-камере. Подключил уже звуковую карту. Вот этот рекордер Zoom H1 я когда-то покупал на eBay, на американской торговой площадке. Мне его прислали из США, и это было даже выгоднее, чем на AliExpress. Наверное, сейчас все уже как-то и забыли, что совсем недавно, находясь в России, можно было заказывать товары с eBay, расплачиваться российской картой какого-нибудь банка, того же Сбера. Вот что не жилось нормально, что не хватало-то? Я часто ездил на поезде из Владивостока в Москву. Можно несколько часов подряд ехать по Транссибирской магистрали, смотреть в окно и не увидеть ни одного человека. Это совершенно немыслимо, например, для Индии, где вы едете и смотрите в окно, видите город, этот город не заканчивается, а потом оказывается, что вы, например, уже уехали из Дели и находитесь совершенно в другом городе, но город не заканчивается за окном. И почему-то Индия не лезет никуда и не завоевывает никакие территории. Ей достаточно того, что у нее есть. Площадь территории Индии раз в 6 меньше, чем площадь России. И на этой территории живет в 11 раз больше населения. Для тех, кто не видел предыдущих роликов, напомню, что Павел мой друг и подписчик из Харькова, из Украины. Я тоже его подписчик, потому что у него есть свой канал на YouTube. Ссылка на его канал будет в описании. Некоторое время назад Павел уже заезжал в Анталию, мы вместе снимали видео. Но все эти пару месяцев он жил в 80 километрах отсюда, в Алании. И вот сейчас, перед отъездом в Варшаву, он заехал на пару дней в Анталию, чтобы встретиться с нами, погулять по Анталии. Типа в голове колокольчик, все-таки день рождения же, да? Что-то должно быть... Что-то, чем-то обозначить. Да, типа необычное как бы. А с другой стороны, можно, как обычно, пойти да и искупаться как каждый день. И не заморачиваться. Это я сегодня на балконе лежал, жарился под солнцем.
ну, даю себе установку. Полчаса на спине, полчаса на животе. И уже, короче, с меня течет все. Я смотрю на часы. Еще 2 минуты. Как же все-таки классно, что время не остановишь, оно идет. То есть как бы ты ни... А зачем ты себе устраиваешь такой экстрим? А вот нравится мне. Вот зачем люди устраивают себе, допустим, прыжок там с парашюта? Это же больные люди, в хорошем смысле этого слова. Это же какой адреналин? Получить вот этот вот Конечно. дофаминчик или как Или, это например, называется. допустим, вот я сижу вот в этой позе, например. Сколько-то времени прошло, да? А ты попробуй в этой позе просидеть, допустим, часов 6, например. Зачем? Вот. Смысл? Затем, Смысл? Чтобы Смысл? что? Чтобы зачем? Чтобы как-то, видимо, преодолеть какие-то внутренние, как тебе сказать? Мне, например, не надо жрать там наркотики или пить алкоголь, например, да, или еще там что-то. Я могу чердак себе сдвинуть другим способом. Рокси. Поэтому, если ты спрашиваешь, зачем, Я спрашиваю, зачем Да. это преодолевать? Если тебе не в кайф сидеть, а ты преодолеваешь. это в кайф, это называется... Самозахизм называется. Да, но только мазохизм – это другой мазохизм. А есть такое понятие, как приятная боль. Не знаю, это и есть мазохизм. Я не понимаю. Не-не-не, вот смотри, вот спортсмен преодолевает на велосипеде, едет вверх. Зачем он это делает? За деньги. Да. Вот, например, Макс, который был, он говорит, 10 километров я должен проехать в день. Больной Ну, человек. просто у него другая цель есть там, чтобы потренировать тело, чтобы потом было Это хорошо. другая отмазка. Чтобы потом было хорошо. Вот. Понимаешь? Чтобы Вот потом и было самое хорошо. ты ответил на Потому свой что вопрос. когда он проедет вот 10 километров, он потом придет домой, ему будет хорошо. На твой вопрос. Чтобы потом было хорошо. Да, но когда нет цели, когда аскеза ради аскезы просто, чтобы потом себе сказать, я это сделал, это уже эго. Ну, как тебе сказать? У него есть цель как бы потренировать, потому что после физической нагрузки человек обычно, такое приятное чувство. Не, ну есть Да. ощущение. Есть Просто просто... когда ты сидишь просто, вот я сижу целый день, мне херово к концу дня, понимаешь, мне там что-то, как будто вот это гиподинамия. А когда ты напрягся, тебе там какое-то время стрёмно, когда ты едешь, но потом ты раз, и тело чувствует себя хорошо. А если это делается ради того, что, я в эту гору заехал, какой я крутой. Мы диспута про аскезу. Йода. Ешь Вот, друзья, у этого котенка был сильный гнойный конъюнктивит, он уже практически был слеп. И Олег начал давать ему антибиотики, капли какие-то, и он, можно сказать, его выходил вот до такого вон мама его. состояния. Это Падме. А мама, Падме кстати, и не Йода. крупная. Да, скоро он будет с нее размером. А коп такой, он в костюме, у него такие лапы. Лапы такие, ух. Вот такой тут кошачий питомник у Олега. Олег занимается волонтерством, спасает местных кошек, которых, кстати, в Турции очень много. Их турки не обижают. Во многих местах есть кормушки, поилки, просто по улице. Здесь кошек так вот поддерживают в этом плане. Но жара летняя, которая в этом году довольно экстремальная, конечно, радости тоже приносит мало для животных. Вот еще какая-то нарисовалась. приблудная какая-то. Короче, Олег Но он еще как котенок, у него движения, Да. движения такие еще детские. не сформировался. Но я же говорю, по костям он такой не маленький. Как там, помнишь? Где-то моя бабушка согрешила с этим, с водолазом, да, собачье сердце. Ну, А он а Падме. это положи потом. Да, это потом. А это Падме. А может это друг сюда. Падме. Он реально ест больше, чем Рокси. Он может эту всю коробку, упаковку съесть. Ну, по крайней мере, процентов 70. А, ты не все ему? Не все. А она никогда не ест
не отбирает еду у котенка. Он если поест, что-то останется, она потом ест. А у кошки расцветка, видишь, какая она черная сверху, а задница у нее, половина тела у нее рыжая, там какие-то проплешины рыжие. Кличку этому котенку Олег дал Йода. Йода — это Падмы. Ну, «Звездные войны». Падма, да. Падма. То есть это... А другой коричневый был, как Рокси такой рыженький, он почему-то умер тоже. Но у него была вот эта же проблема с глазами. Ну, мы так особо значения не придавали. Ну, котенок, глаза больные. А он раз и умер от этого, представляешь? Думали, ну, пройдет там. А Ну, фиг там. видимо, сильно. Может, инфекция пошла в мозг. Да, инфекция и все. Глаз все равно это ж- И у этого то же самое началось, но мы уже тут как бы обратили внимание и решили, что надо как хотя бы одного. И вот он такой уже вот вырос. Кот уже почти. Это кот, мальчик. Так я его водой мочил тут, когда было 45 градусов. Я по 3 раза в день выходил его под кран. Что он такой лежал тут, рот открыт, язык высунут, понимаешь? Потому что вот была печка, просто даже в тени было, как в духовке. Вот эта вся вот эта фигня, вот эти мостовая, это была горячая, эта плитка. Это папа Йоды. По-любому. Что, внимание тебе, да, уделяют. Красавец вообще, кот такой. Вот Йода будет такой же кот. Знаешь, это как... Сходил в соседний двор, нашкодничал. Да. И теперь... Папа Йода. Вон, смотри, какой плюшевый. Плюшка. Плюшка. Вот такую комнату Павел снимает. Здесь. Это комната в жилом доме просто. Да, вот если Да, выйти. я ее арендовал на Airbnb, стоит она 15 евро в сутки. Вообще нормально. Она с кондиционером. В этой же квартире живет и хозяин, но здесь кухня полноценная, санузел со всеми удобствами, все есть. Это все общего пользования, ну, за исключением комнаты. Это приватное. То есть, как... Вообще супер. То есть они сейчас предлагают в каком-нибудь вшивом отеле, типа Антик, там 20 евро в сутки, там вообще там дверь еле закрывается. Вот Миша там жил 2 дня. 20 евро в сутки. Ну вот почему я и арендую на Airbnb. И ничего нету там вообще, там развали, а тут вообще евроремонт, смотри. Все, кондишка, все дела. Я снял, посмотрел на букинге. То есть мне предлагают кучу отелей, но там таких цен как бы нету. Более-менее приличное жилье начинается где-то от 30 евро в сутки и выше, как бы, ну, дорого. А в Airbnb вот за счет таких вот, тем более если, ну, часто вот хозяева сдают свою комнату в своей квартире, как бы, ну да, он тоже здесь живет, ну, мне как бы он абсолютно, у меня есть своя приватная территория, как бы, меня все устраивает, там, ну, пойти помыться в душе, сходить в туалет, не вопрос, кухня, пожалуйста, на кухне есть все, кофеварки, стиралка, холодильник, ну, то есть можно готовить, вся посуда, это удобно. А в отеле, опять же, ты снимаешь, у тебя нету ничего, ни ложки, ни вилки, как бы, ну, негде даже кофе сварить. Ну да. Вот. В этом плане это удобнее вот снимать такие апартаменты, как бы, обжитые, скажем так. Ну, поэтому Нормально. у меня самолет получается через 2 дня, ну, то есть 2 числа, и вот эти 2 дня я решил как бы провести в Анталии. А завтра у нас какое число? 1 уже? Завтра у нас 1, да. То есть, ну, завтра полный день я здесь. И завтра мы, я надеюсь, где-нибудь прокатимся на велосипедах. Вот только что пообщался с хозяином, у него есть свой велосипед, он мне его даст в аренду за 100 лир. И мы завтра с Олегом хотим съездить, где-то прокатиться по Анталии, куда-то съездить, ну, как бы, насколько хватит духу, конечно, в этой жаре. Жара стоит не детская. Ну, уже не так жарко, как было, но все равно влажно стало. Покусай, покусай меня, покусай, покусай. Снова Йоскан кебаб. День сурка. Там муха ползает у нас. Уходи, муха. Подожди, ты ее загоняешь назад, я нужно снизу. Она какая-то... Она сварилась там.
Вон наш микс идет. Ты секьюрити, Рэм. О, какой сегодня микс. Вот такой сегодня микс. Слушай, как здесь хорошо и прохладно. Да, здесь шикарно, конечно. Вешка, трешечка была такая, конечно. Это же вот, смотри, это станция такси. Вот это. Вот это. Это как бы модель, макет. Да, это настоящая как бы будочка такси. Таксисты сидят, играют нарды в ожидании клиентов. Да. И настоящее такси 95-го года. Президентская, наверное, машина. Правительственная, да, называется. Я забыл это слово. До гаража. Что это за автомобиль? Рено. Рено. Оранжевый. Вон полицейская машина. И полицейские настоящие стоят. Полицейские. Ну, тоже реношка, видишь? С куклой на капоте, ну, классика жанра. Фрезерный станок настоящий. Я когда-то на таком работал на заводе. Ну да, станок. Это же Иж-планета. Мандаринку хотите? Она никогда не портится. Самый такой вот брендовый автомобиль для путешествий. То есть Вот это, до да? сих пор, да, их используют. Он такой классический. Оборудован салон там с спальными местами. Ну, вот такой классический Volkswagen. С багажником наверху. Можно наверху там спать, кстати. Вот такой вот. Тут поистине написано, что розовый, чисто такой, для девочек. Настоящий. Телевизор. Еще один павильон. Верховина, помнишь, была с педалями, то есть была такая, что ножкой заводилась. Вот это вот, сзади вон такая. Ну вот эта тема лучше, чем мой электровелосипед на самом деле. Вот Ну такая. как, ну тебе нужно электричество, сюда нужно Сюда чуть-чуть бензин. залил, поехал. Ну тут бензина, наверное, литр залил и будешь Да. день ездить. Вон еще один. Это поколение Мерседеса. Это автобус Кипезовский. Видишь, написано муниципалитет Кипеза. Кипез — это район Анталии. А вот какой-то свадебный трамвай. Свадебный трамвай. Лампочка светится. Ленточка, бантика. Здесь прямо вот ты можешь поразглядывать вот этого автомобиля. Он очень красиво разрисован поближе. Поснимай там прямо такие корабли нарисованы. Трамвайчик красивый. Как называется? Аэрография. Вот это военный самолет. Блин, слушай, вот парень стоит, я думал, живой краем глаза. Это как раз, опа, это манекен. Ну, 38-й. Ну, реально, наверное. Вот красавец, смотри какой. Ну, вот это вот типа уже кукурузника, да. Это самый Мотор выведен под низ фюзеляжа. коробчатый такой корпус. Деревянный винт, смотри, лопасти винта деревянные. Деревянный, да. Ну так он же летал, он реально летал. Ну, летал, как Нет. кукурузники, что, не летают? Да, летал. Растяжечки такие, тросики. Все на тросиках. Ну, такой он тарантас. В Индию можно долететь, интересно, я бы полетел. За заправкой. Рокси погрузил, представляешь, классно как. Там погрузил Рокси, все погрузил, камеры свои. Сел и полетел в Индию. Озер Вот было бы, называла, знаешь. вот было бы классно. А почему нельзя с другой стороны, да? Ну, как бы можно. Теоретически можно, а практически надо пробовать. Практически надо Маленькая сначала машина. самолет купить. А можно сделать самолет, спаять его из кусочков. Раньше, помнишь, был журнал «Моделист-конструктор». Там Да, были да, да. самолеты. Там Да, большие машины. Это вот дальнобойщики, твои коллеги. грузовичок. Это пожарная, большая красная, как говорили, большая красная пожарная машина. Здесь беременная котейка. Беременная котейка. Там у нас котятки.
Сколько там котяток? Emre. Hı? Yedik şişkin. Какая беременная котейка. 2. Fazla ya. Oğlum 2. 4 tane Özlem var. Ahmet Özlem. Ben sen önde durdum. Başka kim var? Emre ileride olur. Uğur ileride olur. Ahmet abi ileride. Mesela sana şöyle diyeyim ben 4-5 maçta ben hiç gol yapmıyorum. Ben de abi Özlem. Грузовичок такой. В этих корпусах была швейная, не швейная, а текстильная фабрика. Большая. То есть, ну, это же вообще территория фабрики была. Территория фабрики и корпуса фабрики. Вот этого не было, когда мы приходили сюда, вот этих картинок не было. Видишь, они свежие. Даже видно, что они свеже выкрашены. Кто-то разрисовал. Не было. Висела вывеска, типа «Араба музей». Араба – это машина, автомобиль по-турецки. Араба. А картинок не было. Картинки красивые. Ну, где-то сделано прямо вот обводочка, все. Художник молодец. Это же турецкая собака, она поэтому не реагирует. Она трудилась, выкопала себе ямку. Это же не кто-то выкопал ей ямку, это она выкопала себе ямку. Холодильник такой, естественно. Далай-лама. Вон, Далай-лама на турецком. Ну, она же турецкая. Да. Сколько, да, посчитаем? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Сегодня мой крайний день в Анталии. Мы уезжаем. Вернее, я уезжаю, Олег остается. Сейчас сидим в торговом центре. Такая вот куриная печень. А это что? А это перец жареный. Это типа сабджи. На гриле, ну да. По-индийски это сабджи. И вот такие вот турецкие сладости. Они продаются здесь на развес. Короче, вот такой вот обед себе Хороший обед. скомпонировал. Потому что у меня самолет уже сегодня в 5 часов вечера, если, конечно, не сдвинется рейс, и я уже улетаю с Италии в Варшаву. Вот так. Турецкий трип закончился длиной в 2,5 месяца. Можно я тоже в Варшаву? То полетели. Там дороже, чем в Турции? Ну, как сказать? В Польшу? Или так же? Или может уже, наверное, ну, так же? Вот Да? уже по этим ценам, как здесь, ну, есть, ну, чуть-чуть, возможно, дороже, как бы, ну. Ну, скоро будет. Ну, в принципе, так. ну как, на многие вещи там, ну вот смотри, минимальный доход, там минималка, по-моему, где-то 800 евро. Здесь минималка 400 евро, 400 долларов, минимальная зарплата. Там в 2 раза больше, в пределах 800. То есть, соответственно, ну, в любом случае европейские цены подороже будут. Если здесь просто, ну, ты можешь пойти в место, где мы с тобой вчера ели, и пообедать за 40 лир, да, это, грубо говоря, сколько? 1,5 евро. 1,5 евро, да. То, ну, Польша это, конечно, Не поешь на 1,5 нереально, евро. нет. То есть минимум нужно какие-то, ну, хотя бы там 3-4 евро, то есть какой-то кусок. Вот. Здесь как бы на разный ценник есть. Там тоже есть на разный, но минимальный он такой не будет уж точно. Это с полной ответственностью заявляю. Не, ну можно, конечно, там в магазине что-то купить, там какую-то булку, какую-то там, ну, но все равно дороже. Чебурек. Да, вот он. Настоящий турецкий чебурек. Я тоже, когда ездил со своим знакомым турком в каньон, там в Алании, забыл название каньона. Сепадере, по-моему, называется, как-то так. И в горах тоже заезжали, такая небольшая, ну, как шалашик такой. И там женщина сидит и вот готовит вот эти вот безлюме. Айран, ну, вот чисто такая национальная, знаешь, вот, атмосфера, вот как турецкая деревня, то есть никакой-то напыженности там.
кабацкой. как Айран, наверное, Да, вот. Да, ну, самодельный? Наверное, у него козы там есть. Потому что И попробовать мы там- настоящий айран, то есть, который не в Да, магазине. мы там обедали, ну, прикольно. Она такая вот колоритная, такая бабулька. В горах это все. Сейчас я иду На такси. домой, да, беру, ну, вернее, меня отвезет в аэропорт хозяин моей квартиры, которую я арендовал на Airbnb. За ту же цену, что и такси. Как бы, ну, можно и такси. Такси стоит 250 лир отсюда, если доехать до аэропорта. В общем, я улетаю в Варшаву. Олег остается на этой благостной турецкой земле. На Туреччине. На Туреччине, да. Вот. Срок. Да, срок все. Пути расходятся. Ну, надеюсь, что мы где-то встретимся еще. Было приятно познакомиться, пообщаться. Очень интересный человек, честно говоря. Я рад нашей дружбе. Вот как-то так. Не хочется, конечно, уезжать, как-то привык уже. Страна интересная, страна, ну, есть свое. Конечно, летом здесь жара. Вот жара, да, это минус в июле-августе. Но если вы приедете сюда в конце сентября, в октябре, вообще очень благоприятный климат, море, красивая страна. Все мы собрались сегодня здесь ввиду всем известным событиям происходящим. Как-то так. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Всем добра, всем пока.